Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться интересным рецептом печенья с вареньем. Это вкусная альтернатива обычному венскому печенью. Итак, нам понадобится мука, мягкое сливочное масло, яйца, кокосовая стружка, сахар и густое варенье. Для начала у 3 яиц нужно отделить белки от желтков. У меня на канале есть много вкусных рецептов печенья, например, ореховое, морковное, мятное, тыквенное, картофельное и еще множество других вариантов. Ссылочку на подборку оставлю в описании под этим видео. Теперь в глубокую чашу высыпаем 100 грамм просеянной муки, 50 грамм сахара, 85 грамм кокосовой стружки, 100 грамм мягкого сливочного масла и все это хорошо перетираем, чтобы получилась крошка. Затем добавляем желтки и замешиваем тесто, оно должно собраться в комочек. У меня на канале есть много рецептов вкусных десертов и тортов, ссылочки на подборки оставлю в описании под этим видео. Все накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник примерно на полчаса. Тем временем в чашу миксера выливаем белки и начинаем их взбивать в пышную белую массу. Как только появится множество пузырьков, можно добавлять сахар. Сахара берем 75 грамм и продолжаем взбивать белки в пышное безе. Теперь в белковую массу добавляем 50 грамм кокосовой стружки и аккуратно все перемешиваем лопаткой такими круговыми движениями, чтобы белки не осели. Тем временем песочно-кокосовое тесто отдохнуло. Распределяем его на противне, застеленным пергаментной бумагой. Толщина пласта должна получиться примерно полсантиметра. При этом по краю делаем небольшие бортики, чтобы во время выпекания варенье не растекалось. Теперь поверх теста распределяем густое варенье или джем тонким слоем. У меня ушло примерно 3-4 столовые ложки. Я взяла варенье сливовое. Далее сверху распределяем белково-кокосовую массу. Теперь отправляем наше печенье-пирожное в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, печенье должно хорошо пропечься. К готовому печенью даем немного остыть, затем нарезаем на порционные кусочки. Кстати, можно запечь сразу порционные пирожные. Можно вырезать круглые основы из теста, покрыть их вареньем, белковой шапочкой и запечь в духовке. За счет кокосовой стружки печенье получается мягким и рыхлым, оно долго не высыхает. К сожалению, во время съемки внешний вид печенья немного подпортился, но оно все равно остается таким же вкусным. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал, здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!